Приветствую тебя, зритель моего канала. Представляю несколько видеороликов. Эти видеоролики записаны охотниками за привидениями. На первом видео вы видите дом. По словам бывших жителей этого дома, некоторое время назад стали происходить странные события. Вещи начали передвигаться сами по себе, непонятный стук, в основном по ночам, как будто кто-то ходит по дому. Итак, наш охотник за привидениями ходит, осматривает жилище и ищет приключения на свою пятую точку. Он ходит по заброшенному дому, в которых остались некоторые вещи предыдущих владельцев. Заглядывает в разные комнаты, пытаясь найти проявление хоть каких-то потусторонних сил. Но в какой-то момент позади него раздался резкий стук. Охотник за нечистью оглядывается, но позади него никого нету. Он не понимает, что это было. После всего происходящего он решает выйти на улицу, поснимать видео там. Он поворачивает камеру во время вспышки света, даже не замечает, что за кадром заснял силуэт, похожий на человеческий. Возможно, это и был тот самый зловещий призрак, который все время мешал жить здесь людям. Следующее видео тоже от охотника за призраками. Он рассказывает, что в местном пабе происходят странные вещи. В основном это происходит после 2 ночи. Он говорит, что взял камеру, идет снимать вовнутрь помещения. Как вы можете видеть, ничего сверхъестественного там не происходит. Люди после рабочего дня просто отдыхают, разговаривают друг с другом. Он договорился с хозяином паба, чтобы поснимать свой материал ночью. И как вы видите, уже время 1 час 30 минут ночи. Охотник спускается в подвал, осматривая внизу комнаты. Подходя к одной из дверей, своей камерой он освещает внутри некое существо. Он сильно пугается этому. Но все не так страшно, как могло показаться. Через несколько секунд он приходит в себя. Подойдя к дверце, открывает ее и видит там висящую куклу с очень жутким внешним видом. Он ее осматривает. В подвале он один. Позади него раздается шум, что-то упало. Вот черт, он оглядывается, крича эти слова. Это могло быть что угодно. Возможно, это был просто сквозняк. А возможно, это была потусторонняя сущность. Он продолжает осматривать помещение. Впереди него находится проем, и в какой-то момент стоявшая там палка падает перед ним. Он в ужасе от происходящих событий. Со мной говорит все нормально, но по его голосу слышно, что он не на шутку напуган. После всего происходящего наш охотник за призраками решает сходить еще в одно интересное место, где, по рассказам, происходят не менее странные вещи. Он идет в зал для просмотра кинолент, то есть кинотеатр, находящийся при том же пабе. Он садится на стуле в зале, и позади него, когда он снимает себя на камеру, на одном из кресел видно, как само по себе начало двигаться сиденье. Но это еще не все. Установленная вторая камера сбоку засняла это явление с другого ракурса. И посмотрите, что из этого вышло. Пора выходить из проклятого места, и наш автор начинает потихоньку возвращаться к выходу из этого помещения. Но на этом его приключение еще не заканчивается. Он говорит: «Хорошо,
Двигается к двери, которая стоит перед ним, но к его ужасу или удивлению, эта дверь резко открывается. No, the door was open. That door was closing. Это как раз то место, где висит зловещая кукла. Возможно, эта кукла проклята, и злой дух не хочет, чтобы его тревожили. Hello. Он говорит «привет», пытается вызвать на связь этого духа или неупокоенную душу. «Привет, привет». А в какой-то момент опять случается необъяснимое, стоящий там велосипед падает с грохотом на землю. Наш герой в испуге убегает из этой комнаты. В ужасе охотник бежит по коридору. Все происходящее он снимает на камеру. Когда он пробегает дверь, находящаяся от него справа, та резко открывается с грохотом. На этом запись обрывается, и что случилось с нашим героем, мы не знаем. Но после этого еще несколько охотников за призраками спустились в этот подвал. Они начали осматривать также помещение, заглянули в тот шкаф, где висит эта зловещая кукла. Она была все еще на месте. После этого один из охотников подходит к зеркалу, освещая его фонарем, и на зеркале, как вы можете заметить, видна надпись «Привет». Они не понимают, что это или кто это написал. Раньше этой надписи на зеркале не было. Step down. Они обсуждают происходящее и увиденное там. Но наш призрак не заставил себя долго ждать. И в какой-то момент стоящая коляска для инвалидов упала на пол. Решать, правдивое это видео или постановочное, только вам. Если есть какие-то комментарии по данному ролику, вы можете написать под видео. Всем спасибо за просмотр.